Доброе время суток, уважаемые рукодельцы, всем большой творческий привет. Я, как не любитель вязания варежек и носков, кто давно со мной на канале знает об этом, наверное, потому что я их особо не вяжу, мне как-то было всегда неинтересно. Но вот этот вид варежек, мне вязание вот таким способом мне очень понравился. От индийского клина он отличается тем, что у индийского клина шовчик виден прямо на вот этой внутренней стороне. Здесь шва, в принципе, не видно, да? Он где-то затерялся. На самом деле он вот здесь проходит. Выполнение гораздо, как мне кажется, легче. У нас есть на канале индийский клин из голубой бюджетной пряжи. Сейчас не вспомню какой. Даже целый комплект. То есть вы можете связать и варежки. Там прекрасный, очень замечательный, очень супер красивый узор в 3D. Ссылку на эти варежки я оставлю в правом верхнем углу в подсказках, также под видео и в первом комментарии будет прикреплено все. И также к тем варежкам есть в том же цвете, в голубом, шапка, связана таким же узором. И также есть в кофейном цвете из той же пряжи, но уже шапка анатомическая, поэтому вы можете по желанию связать, что захотите. Теперь будем говорить про эти варежки. Теперь буду вязать только так. Мне кажется, это выполнение гораздо проще, гораздо легче. Не видно вот этого шва. Также они анатомические, никуда ничего не смещается. Что хочу сказать о пряже. Мы с вами имеем прекрасную возможность из комплекта, вот в комплекте 5 моточков. Любой пряжи, у меня здесь 3 разных. Я сейчас прям повешу вот так вот этикеточки. У меня 3 разных пряжи от компании Artland. Очень она мне понравилась, пока пряжа новая, пока ее еще не испортили. Я так лично рассуждаю. То есть пока производитель то, что нам заявляет, мы склонны все-таки верить, пока пряжа новая на рынке. Возможно, потом она станет хуже, так же, как и вот эта синяя этикетка, которую так хорошо зарекламировали, что вот теперь она стала вот такая лысая после стирки. У меня есть, допустим, шапка, к ней очень классный, необычный бактус. Будет позже. Уже даже смонтировано. Варежки и шапку, варежки и ушанку, а также варежки, здесь другой же узор, и вот такой замечательный, огроменный, он сейчас, наверное, не поместится в экран, вот такой огромный капор. Капор у меня, как видите, необычный, объемный, без острых углов. Это моя авторская работа. Связался он у меня буквально за один день. Вязала по наитию, без расчетов, получился бомба просто. Многих, что пугает в капре, это сшивание петля в петлю, вот здесь вот, когда заканчивается вязание. Я сделала так, что, ну вообще я вяжу капюшон так, что у меня он не требует никаких сшиваний, то есть игла не участвует, так как я не люблю иголку. Но еще здесь есть некоторые моменты, что вставляем шнурок по-другому, так, чтобы он дырочки не растягивал. Но об этом позже. Итак, давайте теперь по порядку. Значит, эти варежки связаны из вот такой лысой пряжи с синей этикеткой. Белые варежки лицевой гладью связаны от компании Artland. Я уже вязала из нее чепчик. Ну, в принципе, я уже до сегодняшнего момента я уже много чего из нее отвязала. Больше всего она мне понравилась из классической вот пухнорки, где 350 метров на 50 грамм. Очень хочется попробовать еще бобинную пряжу. Больше, чем вот этот пухнорки, мне понравилась вот такая пряжа. У нее длинный ворс, и действительно, вот видно, что у нее длинный ворс. Я никаких манипуляций не делала. Вообще вычесывает пуходеркой. Пряжу по сырому, когда отстирали, вычесывают пуходеркой для животных. Я ничего не делала. Вот такой вот пух, если вам видно. Вот мне кажется, что очень плохо видно. Это просто одна стирка. Стираю я в горячей воде с добавлением шампуня и полоскаю с кондиционером для волос. Вот здесь и вот здесь после первой стирки очень хорошо выдался пух. Здесь он длиннее, вот в этой пряже. Теперь пряжа Beans, тоже от компании Artland. Пока не испортили, надо брать, я так считаю. Здесь пряжа чем отличается? То, что она с голографическим люрексом. Плюс еще вот такие шишибрики попадаются разноцветные. То голубые, то золотые. Здесь присутствует, так как у меня пыльная роза, здесь присутствует голубой. Возможно, в других цветах там какие-то другие цвета присутствуют. Здесь я вижу голубой, золотой, розовый. Ну, вроде все как бы. В общем, голографически переливается всеми цветами. Под камеру, как я вижу, не видно.
У меня сейчас вечер, освещение плохое, но дальше будет видео нормального качества. Если вы не попали в мою плотность, я вам так отвечу. Все гораздо проще. Связали вы одни варежки, и они вам впритык. Тогда вы стираете их просто в холодной воде. Пуха будет меньше, чем при стирке в горячей воде, но зато вы получите комфортные теплые варежки. Если вы связали варежки, и они вам велики, просто стирайте их в кипятке, в хорошем кипятке, замачивайте. Вот у этих двух нитей дополнительной нити нет, вот у этих двух пряж, потому что они не требуют этого, то есть ниточка обработана, поэтому в кипятке кладу, она немножко полежит, потом стираю шампунем. И все варежки я отжимала в барабане на 800 оборотов. Рекомендуют, повторюсь, расчесывать пуходеркой, когда вещь еще сырая, неважно, что вы вяжете, бакту, шапку или варежки, пока сырая, и продувать феном на холодном режиме. У меня просто чисто стирка, в горячей воде все стирала, сушила на горизонтальной поверхности. Все, больше никаких манипуляций я не делала. Пухнорки, чем больше стираешь со временем, она еще больше распушает. Что хочу добавить еще про вот эти две пряжи. Значит, напомню, что это пряжа вот с такой этикеткой от компании Artland и Бинс, если я правильно читаю, от компании Artland тоже. Вот эти обе пряжи после стирки пахли. И меня это очень сначала взволновало. Я говорю, боже мой, неужели такой запах песика останется на шапках там, ну вот, что я к ним вязала. К этой я вязала ушанку, к этой шапку. Я думаю, неужели такой запах будет преследовать хозяйку этого комплекта? Нет, на самом деле все выветрилось буквально после того, когда изделия высохли. Давайте теперь пробежимся по расчетам. Для начинающих я рекомендую вязать сначала лицевой гладью, потом уже осваивать араны или какие-то косы. По поводу кос. Обязательно делаем накид между перехлестами, потом его скидываем, этот накид, в следующем ряду, для того, чтобы вот эти араны, все переплетения не были затянутыми. Поэтому повнимательнее, этот накид не лишний, и не забывайте его скидывать. Что касается лицевой глади, давайте расскажу на спицах, на которых вязала. Значит, лицевая гладь у меня связана, спицы здесь участвуют 3,5 на резинке. На четверке вязала полотно. Мне хотелось поплотнее варежки, потому что это лицевая гладь. Здесь я вязала то же самое количество петель, везде все одинаковое, только распределяла по-другому немножко, сейчас тоже расскажу. Здесь 3,5, 4, здесь 4 и 4,5. И поскольку здесь спицы 4,5, то на внутреннюю часть я выделяю 18 петель при моих 40, при моем размере. 40 петель у меня идет на тело варежки. Здесь 40 я распределяю пополам на одну и на другую сторону, на тыльную и на внутреннюю. А здесь я распределяю, так как спицы большего размера, и полотно здесь шире получается на 18 петлях. Здесь 18, а сюда я отправляю 22 петли. И вместе с вами все показываю, как войти в узор и так далее. Потому что у нас здесь петель больше, потому что узор сжимает полотно, собственно. Все прям одинаково вязала, даже количество рядов везде одинаково. Из лысой пряжи, как видите, варежки получились меньше. Они мне как раз, они не малы, но впритык, на любителя. Но мне кажется, варежки должны быть посвободнее, они будут поуютнее смотреться. Ну, смотря еще какая верхняя одежда. Кто-то любит поплотнее, кто-то любит там посвободнее и так далее. Это на любителя все. Поэтому связали одни, не остановитесь, обязательно свяжите еще кому-то в подарок или себе. В общем, разберетесь. Итак, лицевая гладь. Вот сейчас я говорю про эти, потом я вязала вот эти уже без расчетов, опираясь на цифры, которые уже есть. Итак, вяжу образец лицевой гладью спицами номер 4. В 10 сантиметрах 22 петли. У меня рука в самом широком месте 20 сантиметров. Ну, меньше, но я округляю в большую сторону. 20 сантиметров умножаю на свою плотность. Получаю 44 петли. 44 петли, отнимаю 10% на растяжение. Получаю 39,6 петель и округляю до целого 40. Вот мои 20 сантиметров. Я на резинку набираю 36 петель, равномерно добавляю петли по 2 петельки с каждой стороны. И получается у меня 40 петель уже на теле. Здесь и здесь.
Для размера 18 я набираю 32 петли на резинку и превращаю их, также добавляю 4 петли, в 36 петель. Для размера 22 40 на резинку, 44 петли на тело. Для пальчика 18 размер мы делаем 9 прибавок, это 18 рядов, прибавки через ряд. Для моего размера 20 сантиметров 10 прибавок, это 20 рядов через ряд. Для 22 сантиметров 11 прибавок, получается 22 ряда. И когда мы отвязали варежку, занимаемся пальчиком. Для пальчика я добавляю, у меня получается 10 петель на пальчик и по 2 петельки поднимаю еще дополнительных. Для размера 18 сантиметров 4 петли поднимаю, для размера 24 петли. Для размера 22 сантиметра 5 петель. Итак, напомню, что резинку я вязала в лицевой глади 3,5 тело четверкой. Варежки с аранами я вязала четверкой, это резинка, и 4,5 это само тело. И распределяю здесь пополам 20 и 20, здесь распределяю 18, 22. И получается один и тот же размер. Теперь давайте расскажу, как замерить руку. Мы замеряем руку в самом широком месте. У меня получается 18 где-то с половиной сантиметров. Я беру 20 с припуском, накидываю на руку, у меня получается вот такой зазор, то есть хочется посвободней. Плюс еще пух норки дает усадку. Если вы будете вязать из другой пряжи, то когда вы свяжете образец, вы можете откорректировать немножко количество петель, да, то есть здесь смотрите сами же. У каждого плотность своя, кто-то вяжет рыхло, кто-то вяжет очень плотно. Я вяжу очень плотно. Сегодня мы будем вязать с вами вот такие замечательные варежки с аранами. После первой стирки пух распушился, это пряжа с пухом норки. Видите, да, голографический люрик здесь и такие шишибрики. Это два разных артикула от компании Artland. Вот эта пряжа песочного цвета, вот с такой этикеткой, очень мне понравилась. Пуха много. И вот такая пряжа, это артикул Beans. Вот эту пряжу я вязала в 3 сложения. Дополнительной нити нету. Ни к пуху норки с синей этикеткой, ни к пряже с артикулом Beans тоже нет дополнительной нити. Песочная я вязала в 3 сложения, как любую классическую, любую пряжу пух норки. Вот эту пряжу я вязала в 2 сложения. Получается абсолютно 2 одинаковых размера. Что по петлям, что на спицы одинаковые, что по количеству рядов, все здесь одинаково, абсолютно связано. То есть вы можете из одной, из другой связать по одному мастер-классу. Какая пряжа вам больше понравится по характеристикам. Может быть, кто-то не любит 3 сложения вязать. Попробуйте вот эту пряжу. И они, что одна, что другая, они бюджетные. Мы никогда с вами такой комплект не купим. Я пыталась связать из пуха норки, вот просто из классической, хоть из этой этикетки, хоть из этой. В 2 сложения тонковатые для нашей зимы, для России. В 3 сложения оптимально. В 4 сложения очень-очень грубо. В 4 сложения я вяжу шапку обычно. Вот для шапки самое оно. Я вязала вот эти варежки от 2 моточков. От одного моточка я взяла с середины и снаружи, а от другого моточка снаружи. Ну, здесь я вязала, я не помню как, то ли от 2 мотков по одной ниточке, то ли брала из центра и из середины. Ну, это уже как хотите. Можно вязать просто от одного моточка в 3 сложения. То есть складываем ниточку вдвое и втрое. Вот 3 сложения. Конечно, это должны быть более длинные отрезки. Я показываю утрированно на коротеньком, так, чтобы у меня влезало в экран. Теперь мы подхватываем вот эту петлю и протягиваем нить, которая идет к клубку. И у нас снова нить получается в 3 сложения. Вот этого перехлеста вязания не чувствуется. И всегда получается ниточку в 3 сложения. Опять довязали до вот этого узелка, протягиваем ниточку сквозь кольцо и вытягиваем на расстояние 2-3 метра, как комфортно вязать. И вяжете от одного мотка. Смотрите, как вам удобнее. Это, конечно, все замедляет процесс вязания, поэтому мне удобнее как-то от 2 клубков вязать. Итак, утепляемся. Бюджетный вариант на подарки, бюджетный вариант для себя любимый. А я вам желаю легких петелек. Самое главное, будьте здоровы. На спице номер 5 набрала 36 петель, и одна мне нужна для замыкания в круг.
И соединяю, значит, первую петлю я переснимаю на правую спицу, последнюю через нее перекидываю. Так, все подтянули, и теперь перехожу на спицу уже номер 4. И начинаю вязать резинкой 1 на 1. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Первый ряд я провязываю просто резинкой. Итак, довязан первый круговой ряд. Во втором ряду буду делать имитацию фабричного набора. Вставляю правую спицу под вязание, забираю лицевую петельку, выворачиваю ее к себе, накидываю на левую спицу и провязываю лицевой петлей. И провязываю изнаночную. И так весь круговой ряд. Таким образом мы получим имитацию фабричного набора. Данная имитация набора не такая эластичная, но для варежек подходит. Для этого я меняла спицы при наборе на больший размер. И так до конца кругового ряда. И уже с третьего ряда я начну вязать просто резинкой 1 на 1. Провязала 20 рядов и отметила, у меня 4 спицы, на них по 9 петель. И на каждой спице отметила 5 петель, маркер и 4 петли. 5 петель, маркер и 4 петли, чтобы равномерно сделать прибавки. На каждой все одинаково. Начало кругового ряда, об этом мне говорит хвостик. Сейчас мы сделаем прибавки. Второй ряд мы просто их провяжем. И далее уже приступим к выполнению пальчика. И я перехожу на спицы номер 4,5. Вяжем лицевыми петлями. И при этом я уже распределяю на внутреннюю сторону варежки 18 петель, на тыльную сторону 22 петли. И провязываю, при этом буду делать прибавки и считать. Лицевыми петлями вяжу 1, 2, 3, 4, 5, 6, это накид, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, накид это 16, 17 и 18. Вот это внутренняя сторона варежки. 18 петель на одной спице у меня. Далее беру еще одну спицу. У меня с маленькой леской нет, возьму с леской в 60. И теперь провязываю 2 лицевые для тыльной стороны. Далее 2 изнаночные. Далее 14 лицевых по центру тыльной стороны. 1 лицевая, 2, 3, маркер снимаю, делаю прибавку, накид, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, снимаю маркер, делаю прибавку, накид, это будет 14, и провязываем 2 изнаночные и 2 лицевые. Подготовительный ряд сделан, теперь его провяжем. То есть нам нужно провязать все прибавки с наклоном, с нужным наклоном, да, скрещенной петлей, для того, чтобы она была незаметна. Это тоже второй подготовительный, так сказать, ряд. Итак, 2, 3, 4, 5, 6 петля, это у нас накид предыдущего ряда, провязываем за заднюю стенку скрещенный. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 это накид предыдущего ряда, за заднюю стенку провязали, 17, 18. Вторая сторона, тыльная, там где у нас узор будет, 2 лицевые, 2 изнаночные. Далее у нас идут 14 лицевых, 1, 2, 3, 4 накид предыдущего ряда за заднюю стенку, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 петля, накид предыдущего ряда лицевой петлей за заднюю стенку, 2 изнаночные и 2 лицевые. Все, 2 подготовительных ряда у нас есть. Вот этих 2 подготовительных ряда мы не считаем. Теперь мы обнуляемся. У нас сейчас на спицах 40 петель, 18 с внутренней стороны и с тыльной у нас 22, так как у нас здесь будет косы, узор и дополнительно здесь 4 петли, так как узор сжимает полотно. Итак, внутреннюю часть мы будем провязывать и через ряд делать прибавочку. Мы будем отступать. Смотрите, это мы вяжем левую варежку вот так, и слева у нас будет пальчик. 4 петли не доходя мы будем делать прибавки в каждом нечетном ряду для пальчика. 20 рядов. Итак, с внутренней стороны, справа у меня хвостик, с внутренней стороны, если вы вяжете на 4 спицах, начиная с кругового ряда, это первая, вторая спица. А для правого пальчика мы будем делать на первой спице, если вы вяжете на 4 спицах, ну на 5, конечно же. Итак, я провязываю почти до конца, не дохожу 4 петли лицевыми петлями. И провязав немножко, ставлю маркер на текущую петлю любую. Чтобы не пользоваться никакими счетчиками рядов, можно пользоваться просто маркерами. Итак, 4 петли не дохожу, делаю прибавку для левого пальчика. Для левого пальчика делаем обратный накид. Для того, чтобы потом его провязать за переднюю стенку, скрещенной лицевой петлей с наклоном получится вправо. То есть от полотна вправо будет прибавка. И провязываю оставшиеся 4 петли. Тыльную сторону до 6 ряда включительно, сейчас первый ряд, мы вяжем одинаково по узору. Это 2 лицевые, 2 изнаночные, по центру 14 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. И зеркально 2 изнаночные и 2 лицевые. Это та спица, на которой у меня 22 петли, там где у нас будет узор. Разворачиваемся. Второй ряд, я сейчас покажу, как провязывать прибавку. Вяжем почти до конца спицы, до накида. Довязала до накида. Накид, вот как он у меня стоит, я подхватываю его за переднюю стеночку и провязываю. Это получается лицевая петля с наклоном вправо. Провязала и провязываю 4 петли. Далее разворачиваемся и провязываем все по узору. Это будет 2 лицевые, 2 изнаночные, 14 лицевых по центру, и в конце 2 изнаночные и 2 лицевые. Разворачиваемся, смотрим на маркер. У нас провязан 1-2 ряда. Если вы вдруг отошли, да, мы понимаем, что у нас 3-й ряд. 3-й ряд он с прибавками, нечетный. Прибавка для пальчика. Провязываем до конца эту спицу, оставляя 4 петли. То есть та прибавленная петля, которую мы сделали в первом ряду прибавку и во втором ряду провязали, я ее тоже провязываю, оставляю всегда 4 петли недовязанных. И снова делаем обратный накид, это прибавка для пальчика. И довязываю 4 петли. С другой стороны мы вяжем по узору. Следующий 4-й ряд мы провязываем накид за переднюю стеночку и продолжаем так, включительно провязываем 6 рядов. В 7-м ряду я к вам вернусь, мы сделаем первые жгуты на тыльной стороне. А пока вяжем все одно и то же, делая прибавки для пальчика в каждом нечетном ряду.
от маркера отсчитываем. Вяжу 7 ряд нечетный, подхожу, не довязав 4 петли, первую спицу провязываю, делаю прибавку для пальчика все так же. И на тыльной стороне у нас первый ряд, где мы будем выполнять первый раз жгутики. Здесь понадобится тоже маркер, чтобы отметить. Итак, я провязываю 2 лицевые, 2 изнаночные. И на лицевой петле, кстати, можно поставить, мне так удобно лично. Один маркер красненький у меня будет отвечать за петли пальчика, за количество пальчиков. Я буду считать 20 рядов. Здесь на текущий ряд, именно на 7-й, не на 6-й, а на 7-й, который мы уже провязали. Вот эти петли 7-го ряда уже провязаны, поэтому вешаю маркер. В этом ряду у меня будут жгуты. Итак, смотрим на схему. У нас с вами левая варежка. В 7 и в 13 ряду будут жгуты. В одном ряду, вот сейчас мы будем в 7 ряду делать, жгуты из 6 петель. Первый будет с наклоном влево, провязываем потом 2 петельки лицевые и с наклоном вправо. И вот эти 14 петель лицевых, которые у нас по центру. В 13 ряду, то есть через 5 рядов круговых, мы будем делать один жгут с наклоном влево по центру. То есть 4 петли провязываем, делаем жгут и 4 петли провязываем. Это относительно вот этих центральных 14 петель. Для правой варежки что у нас здесь меняется? В 7 ряду у нас одни и те же жгуты. У нас только меняется второй жгут. Для левой варежки мы вяжем его с наклоном влево, а для правой варежки второй жгутик одиночный мы вяжем с наклоном вправо. Вот и вся разница. В общем-то, узор очень простой. В принципе, схема не нужна. Итак, вяжем 2 жгута. Для этого понадобится любая вспомогательная спица. Я уже ее взяла. Итак, у нас сейчас из 6 петель жгут с наклоном влево. Для этого 3 первых петли я переснимаю на дополнительную спицу и оставляю их перед работой. Провязываю 3 следующих петли. 1, 2, 3. Спицы гремят, я, пожалуй, подниму вот так. Возвращаю 3 петли со вспомогательной спицы. Теперь для того, чтобы жгуты не были затянуты, мы делаем накид. Вот такой, обратный. Всегда на всех варежках будем делать одинаково его. И провязываю 3 петли. 1, 2, 3. Мы сделали жгуты 6 петель с наклоном влево. Далее провязываем 2 петли лицевые, 1, 2. И теперь сделать нужно жгуты 6 петель с наклоном вправо. Для этого 3 петли первых оставляю, переснимаю на вспомогательную спицу, оставляю за работой. Провязываю 3 петли. 1, 2, 3 с левой спицы. Теперь возвращаю на вспомогательную. Со вспомогательной на левую спицу 3 петельки. Ниточку переводим назад. Делаю также обратный накид, для того, чтобы жгут не был стянутым. И провязываю 3 петли. Ну и далее у нас идут 2 изнаночные и 2 лицевые. Далее 8 ряд я провязываю внутреннюю часть варежки. Довязала до накида, то есть до прибавки, и подтянув этот накид, провязываю за переднюю стеночку. Получается прибавочка с наклоном вправо. И до конца 4 петли. 1, 2, 3, 4. С тыльной стороны далее мы включительно до 12 ряда будем провязывать все одинаково, то есть по узору. И покажу, сейчас мы будем скидывать накиды лишние. 2 лицевые, 2 изнаночные. Теперь провязываю петли жгута 1, 2,
3 петли провязала и скидываю вот этот накид. Находим его и скидываем. При этом обе части жгута немножко растягиваем. И далее провязываю 3 петли. Вот у нас жгут из 6 петель. Далее по узору между жгутами 2 петли. И снова пошел жгут 3 петли. 1, 2, 3. Скидываем накид предыдущего ряда. Немножко растягиваем наши жгуты и провязываем еще 3 петли. 1, 2, 3. 2 изнаночные и 2 лицевые. Далее с этой стороны всегда будем вязать по узору. В тех рядах, в которых мы не делаем переплетение жгутов, 2 лицевые, 2 изнаночные, 14 лицевых, 2 изнаночные, 2 лицевые. Все одинаково. С этой стороны мы продолжаем делать прибавки для пальчика. То есть сейчас я развернусь, дойду до конца вот этой первой спицы от начала кругового ряда, сделаю обратный накид. В следующем ряду я его провязываю. И встречаемся мы с вами в 13 ряду. На тыльной стороне я покажу еще вот этот жгут одиночный, который мы будем делать. От начала кругового ряда у меня начался 13 ряд. Для пальчика также продолжаю делать прибавку. И с этой стороны смотрим. Давайте посчитаем. Это был помечен маркером, это 7 ряд был. 8, 9, 10, 11, 12. Сейчас будет 13 ряд. Или мне удобнее считать как? Вот маркер, на котором стоит ряд, на котором стоит маркер. И не считая этого ряда, 1, 2, 3, 4, 5 рядов должно быть провязано. И уже в следующем, сейчас это будет 13 ряд, будем делать прибавку. В общем, как хотите считайте. 7, 13, либо чтобы между рядами, где мы делаем жгуты, было 5 круговых рядов. Итак, это 13 ряд, начинаем делать жгутик одиночный по центру. Провязываю 2 лицевые, 2 изнаночные. И на текущем ряду помечаю на лицевой петле, также отмечаю маркером, чтобы я потом впоследствии не запуталась. Так, 13 ряд. Делаем жгут с наклоном влево по центру. 4 петли провязываю. Я имею в виду вот эта лицевая дорожка из 14 петель. 1, 2, 3, 4. И делаем, значит, вот наши центральные 6 петель. Мы сейчас будем делать жгут с наклоном влево. Для этого первых 3 петли переснимаю на дополнительную спицу, оставляю перед работой. И провязываю с левой спицы 3 петли. 1, 2, 3. Возвращаем на левую спицу 3 петли со вспомогательной спицы. Подтягиваем, растягиваем, делаем накид и провязываем эти 3 петли. 1, 2, 3. И довязываем до конца. 1, 2, 3, 4 лицевых. Далее идут по узору 2 изнаночные и 2 лицевые. По поводу прибавок для пальчика. У нас на этой спице 18 петель было. Вот этот маркер, если вдруг потерялся, то как ориентироваться? 20 рядов, это в каждом нечетном ряду, это 10 прибавок. То есть у меня на этой спице 18 петель. И когда я 10 прибавлю петель, отвяжу 20 рядов, значит у меня будет 28 петель. Ну, хотите на маркер ориентироваться, хотите просто пересчитывать, чтобы у вас было 28 петель. С этой стороны, с тыльной, значит, покажу опять, чтобы не забывали скидывать накиды. 1, 2, потом 2 изнаночные. Далее до жгута 4 петли. 1, 2, 3, 4. А между 3 петлями у жгута нам надо скинуть накид. Провязываю первые 3 петли. 1, 2, 3. Скидываю накид, подхватываю его и скидываю. При этом вот эти части жгутов растягиваю в разные стороны и провязываю 3 петли. 1, 2, 3. Жгут, когда
провязали, всегда тоже подтягиваем его. И до конца осталось 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. 2 изнаночные и 2 лицевые. Могу вот этот нижний маркер уже снять. Теперь у меня ориентировочно будет вот этот маркер. Только я зацеплюсь за 2 стеночки вот так вот. А то у меня за одну стеночку маркер висит. Итак, выше маркера я должна 5 рядов провязать и уже в 6-м делать жгут. Мы с вами, в принципе, отвязали раппорт. Жгут мы будем делать через 5 рядов, мы будем вязать 2 жгутика. Я уже показывала как. И еще через 5 рядов в 6-м мы будем делать одиночный жгутик. Не забывайте делать накиды, не забывайте их скидывать в следующем ряду. А тогда, когда мы не делаем жгуты, мы вяжем по узору. 2 лицевые, 2 изнаночные, 14 лицевых, 2 изнаночные, 2 лицевые. Далее вяжем самостоятельно. Я провязала 19 ряд, сделала последнюю прибавку для пальчика. Это у меня еще накид, так как это нечетный ряд, 19. А с тыльной стороны у меня подошло время делать 2 жгута. Считаю маркер, на который стоит петля, на которой стоит маркер, не считаю, считаю выше. 1, 2, 3, 4, 5 круговых ряда выше последнего жгута было провязано. Значит, в этом ряду я делаю, предыдущий раз был 1 жгут, значит, сейчас я делаю 2 жгута. Вот таким образом я контролирую, в каком ряду мне делать жгутики за счет маркеров. Провязываю 2 лицевые, 2 изнаночные. Уже на провязанной петле ставлю маркер. За одну стенку лицевой петельки прихватываю. Нижний маркер могу уже снимать. То есть, не считая петель, на которых стоит маркер, 5 рядов круговых между ними. И сейчас выполняю 2 жгута, которые мы уже выполняли. Повторяться не буду. Вы можете перемотать и посмотреть, как делали жгуты. И уже скоро я к вам вернусь, чтобы отсоединить пальчик. У меня провязано 20 рядов. То есть у меня появилось на внутренней стороне, там где у нас прибавки для пальчика лишних 10 петель для пальчика. И петель гораздо больше, да, 28 петель. Теперь отсоединяю пальчик. Мне понадобится 3 маркера. Можно взять какую-то дополнительную нить и трикотажную иглу. Переснять петли пальчика на дополнительную ниточку. Я не люблю все эти иголки, поэтому буду делать так. Провязываю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 лицевых петель. Далее у меня идут 10 петель пальчика и еще 4. 14, 4 будет 18. Так как и было в начале. Проверяю 2, 4, 6, 8, 10 петель мне нужно переснять. 3 петли переснимаю на 1 маркер. На следующие 4, ну не принципиально важно, 2, 3, 4. Это 7 петель. И еще 3, 8, 9, 10. Это у нас петли пальчика. И теперь подхватываю ниточку и очень туго провязываем еще оставшиеся 4 петли. 1, 2, 3, 4. Вот этот маркер я снимаю и теперь вешаю на текущий провязанный ряд. Вот от него я далее буду считать. Мне надо будет потом равно другую варежку также связать. Поэтому я запоминаю, и вы запоминаете, что на провязанный текущий ряд, это первый ряд отсоединения, да, мы подсоединились в круг, отсоединили пальчик. И давайте померяем. Я не люблю вязать на этих спицах, мне проще на длинных вязать, на 2 длинных. И вот он, наш пальчик готов. Здесь я продолжаю. Также между маркерами у меня 5 круговых рядов должно быть. И я чередую то 2 жгута. В следующий раз, когда подошло время, я делаю 1 жгут. 2 жгута, 1 жгут и так далее.
С внутренней стороны у нас просто 18 лицевых петель, так как пальчик мы уже отсоединили и прибавки делать мы уже перестали. То есть теперь только все внимание на узор с тыльной стороны. Начинаем мы закрывать варежку, когда у нас наполовину безымянный палец закрыт. Но если кто носит длинные ногти, да, то, наверное, тогда надо сделать чуть-чуть больше. В моем варианте это 28 рядов. Сейчас у меня провязан 26 рядов. 2 ряда мне еще надо довязать до высоты, потом начинать делать убавление. Так как у меня по внутренней стороне варежки 18 петель, а с другой стороны у меня 22, значит, здесь надо 4 петли убавить раньше на 2 ряда. Получается, за 2 ряда я уберу здесь 4 петли, и у меня количество петель сравняется. Поэтому, провязав 26 круговых рядов, независимо левая это или правая варежка, начинаю 27 ряд вязать. 27 ряд провязала внутреннюю часть, перехожу к той части, где больше петель, и там, где у нас узор, и начинаю делать убавки. Первую петлю провязываю, теперь делаю 2 вместе с наклоном вправо. Слева направо обе петли подхватываю и провязываю. Далее у меня идет по узору изнаночная петля, провязываю ее изнаночной. Потом по центру идет 14 лицевых, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 1 изнаночная, и остается 3 петли. 2 вместе с наклоном влево. Для этого разворачиваю все петли левыми стеночками к себе и за задней стенки обе петли провязываю. И 1 лицевая. Теперь у меня здесь получается 20 петель, а здесь еще 18 петель. Вяжу разворачиваюсь, и здесь также сделаю еще по 1 убавке со стороны, где у нас узор. Первую петлю провязываю, далее слева направо 2 петли подхватываю, провязываю 1 лицевой, получается убавка с наклоном вправо, далее 14 лицевых, подошли к другому концу, значит, 2 вместе с наклоном влево и провязываю за задние стеночки, и 1 лицевая петля. Вот теперь у нас 28 рядов, и количество петель одинаковое: 18 на одной спице и 18 на другой спице. И теперь начинаю делать везде убавки. 1 лицевая, 2 вместе с наклоном вправо, провязываю все петли до конца этой спицы, оставляю 3 петли. 2 вместе с наклоном влево, разворачиваю левыми стеночками 2 петли лицевые и провязываю за задние. Сделали убавку с наклоном влево и 1 лицевая петля. С наружной стороны, там где узор, повторяем то же самое: 1 лицевая, 2 вместе с наклоном вправо, далее у нас все петли лицевые. Изнаночных у нас больше нет к этому моменту. И в конце 2 вместе с наклоном влево разворачиваю 2 петли левыми стенками к себе, за задние стеночки провязываю, и 1 лицевая. Круговой ряд еще один сделали, и теперь продолжаем все то же самое: 1 петля, далее 2 вместе с наклоном вправо, провязываем до конца спицу, 2 вместе с наклоном влево, 1 петля, разворачиваемся, делаем то же самое. И так по кругу убавляем петли с 2 сторон. На обоих спицах я вяжу на 2. Вы можете вязать на 4, да, но только имейте в виду, значит, на первой в начале вы убавляете, на второй спице в конце, на 3 в начале, на 4 спице в конце. И так вяжем, пока не останется 12 петель. Я закрыла варежку, у меня осталось на каждой спице по 6 петель, то есть 12. Теперь закрываю
Первую петлю я провязываю и провязанную перекидываю на левую спицу. И теперь по кругу все петли на эту петлю накидываю. Таким образом у нас получится, что каждая петля будет на двойной ниточке. Одну сторону провязала, также эту петельку провязанную, если мы за нее дергаем, она у нас вот такая вот ездящая. У нас получается, что каждая петелька будет держаться вот на такой двойной ниточке. То есть не на одинарной, а на двойной. Такое закрытие подходит для варежек, для шапок, для носочков. И продолжаю перекидывать все петли. И последняя петля. Теперь чуть подтягиваю. Теперь обрезаю небольшую ниточку, сантиметра 4. И теперь крючком отправляю оба хвостика. С помощью крючка отправляю в центр вот эта вот дырочка. Отправляю 2 хвостика на изнаночную сторону. Обязательно примерьте варежку, убедитесь, что вам она как раз, прежде чем обрезать хвостик. И теперь с этой стороны вытягиваю ниточку и сквозь петлю вот эту, через которую мы протягиваю вот этот хвостик. Теперь по кругу за задней полупетли можно взять трикотажную иглу, только хвостик надо обрезать подлиннее. Я люблю больше крючком заправлять за задние полупетли. Сейчас я возьму меньше крючок и пройдусь вот так вот. Ну и, соответственно, хвостики мы все прячем. И занимаемся пальчиком. Теперь пальчик я пересняла с маркеров на спицы. Можно на 4, как удобно, как вам нравится, да? И смотрим. Вот смотрите, неважно какая варежка, левая или правая. Смотрим на одну спицу. И вот у нас разрыв вот здесь такой, да? Мы соединялись в круг после отсоединения пальчика. И вот смотрим. В текущем ряду вот она, соседняя петля. Точнее, вот она петля, да? В текущем ряду была, где отсоединяли пальчик. И ее левая стеночка. Вот беру ее и накидываю на спицу. Мне нужно поднять с одной стороны 2 петли. 10 есть. 2 с одной стороны, 2 с другой. Будет 14 петель. Вот 14 петель надо на пальчик. Для большого размера, ну или смотрите по себе, пальчики могут быть разные, да, попухлее, у кого-то похудее. Можно 15 петель поднять. Одну вот из протяжки, где одна спица и вторая спица, между ними протяжечка. А вот дальше, смотрите, одну мы подняли. Следующая петля в следующем ряду. Итак, 2 петли я здесь подняла. Если я подниму следующую, допустим, я эту сейчас скину и подниму следующую. Следующая уже у нас далеко уходит. То есть не получается, придется вот эту поднимать. Ну, плюс еще все постирается, поэтому дырочек не должно быть никаких. Теперь здесь точно так же поднимаем полупетлю прям соседнюю и следующую. Вот так. Итак, подняли петли, на каждой петле получается по 7 петель, 14 петель. Теперь начинаю всегда вязать там, где у нас, чтобы хвостик здесь остался, там, где у нас окончание варежки, да, вот сюда носик смотрит варежки. Вот так держу к себе, прикладываю ниточку, оставляю хвостик такой сантиметров 10, чтобы мне можно было, если вдруг какие-то дырочки образуются, все это заделать. И провязываю одну петлю, смотрю так, чтобы не было дырочки, чтобы она была скрещенная. И вторая у меня стоит левой стенкой, провязываю за переднюю стенку, то есть скрещенной. Далее вяжу
петли, как они у меня стоят. И на текущий ряд обязательно вешаю маркер, потому что мне нужно будет потом отсчитывать, чтобы я провязала 18 рядов круговых. Спица, на которой стоит маркер, она у меня первая, то есть начало кругового ряда. Провязываю вторую сторону. 1, 2, 3, 4, 5. И вот они, 2 петли, которые мы подняли. Провязываю одну за заднюю стенку, чтобы получить скрещенную, и вторую также, чтобы получить скрещенную. Теперь, чтобы вот здесь не было дырочки, хвостик пока отправляю на изнаночную сторону, придерживаю. Неудобно вязать пальчик, конечно. Теперь здесь, чтобы притянуть первую петлю и чтобы соединение ряда не было с дырочкой, поднимаю протяжку, накидываю на левую спицу, на первую спицу, на начало кругового ряда, да? И самую первую петельку, точнее она сейчас в данном случае вторая, перекидываю через нее. Таким образом, вот эта дырочка вот здесь между соединением ряда получается незаметно. И провязываю далее. И далее вяжу 18 рядов круговых. Провязала 18 круговых рядов, и теперь начинаю закрывать. Все петли провязываю по 2 петли вместе. Три петли. Одна у меня остается непарная, так как было 7 петель. Перекидываю ее на другую спицу. И продолжаю по 2 вместе провязывать. И последняя петля. То есть 7 петель осталось. Итак, 7 петель на спицах. И закрываем точно так же, как и саму варежку вот этой звездочкой, да? Одну петлю провязываем и перекидываем через нее все петли. Точно так же, как и перешла на другую спицу, петлю накинула и через нее все перетаскиваю. Подтягиваю эту петельку. Так, ниточку обрезала. Теперь точно так же убираю ее в центр с помощью крючочка. Вот этот вот центр, да? Звездочка такая получится. И все это фиксирую точно так же, как и саму варежку. Правая варежка. Вяжем резинку для варежки точно так же, те же спицы, все то же самое делаем. Точно так же добавляем 4 петли, то есть у нас было на резинке 36 петель, сейчас 40 петель. И когда добавляем 4 петли, уже распределяем на одну половинку внутреннюю сторону мы делаем 18 петель, на тыльную сторону, там где узор, 22 петли, так как узор у нас сужает полотно. Хвостик у нас справа. И теперь у нас вот эта сторона перед нами, это внутренняя сторона ладошки. Здесь мы будем делать, уже начиная с этого ряда, прибавки для пальчика. Для левой варежки мы делали слева половинки варежки, а для правой мы будем делать справа. Запоминается легко. Для левой слева, для правой справа. Я показываю вам на другой пряже. Далее будет на той же пряже. У меня здесь просто количество петель сошлось, и по количеству рядов также сошлось. И я вяжу уже другой комплект. Итак, значит, 2 подготовительных ряда уже есть у меня. На одной 18, на другой 22 петли. Хвостик справа. И сейчас провязываю первых 4 петли.
Раз, два, три, 4. И на текущий ряд также вешаю маркер, чтобы потом считать. Также мы будем делать 20 рядов с прибавками. За эти 20 рядов у нас прибавится 10 петель для пальчика. То есть делаем все то же самое, только зеркально. И накид у нас будет участвовать прямой, чтобы он был у нас с наклоном влево, когда мы его провяжем. Итак, провязали 4 петли. Теперь делаем прямой накид и далее провязываем все петли лицевыми. Переходим на наружную сторону варежки, то есть на тыльную сторону. И всегда провязываем здесь до 6 ряда включительно одинаково 2 лицевые, 1, 2, 2 изнаночные, 1, 2. По центру у нас там, где будут жгуты, 14 лицевых. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 2 изнаночные, 1, 2 и 2 лицевые, 1, 2. Разворачиваемся, вяжем внутреннюю часть варежки. Нам нужно провязать накид. Накид, который является прибавкой для пальчика. Вяжем 1, 2, 3, 4 петли. Маркер уже показывает, что идет второй ряд. Первый ряд мы пометили, только у меня за одну стеночку также висит, я перевешу за 2 стеночки. За 2 стенки петли. Итак, второй текущий ряд, это четный, мы провязываем накид за заднюю стенку. Получается лицевая петля с наклоном влево. И далее все петли лицевые. Тыльную сторону, там где узор, мы всегда провязываем по узору 2 лицевые, 2 изнаночные, 14 лицевых, 2 изнаночные и 2 лицевые. Третий круговой ряд. Также провязываем 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. И после 4 петель делаем прибавку. Прямой накид. То есть самый привычный накид. И во всех последующих нечетных рядах, последний ряд будет 19, что касается внутренней стороны варежки, там где мы делаем пальчик, да, провязывать будем включительно до 20 ряда. В 19 ряду последний накид будет. Это будет 10 накид. Значит, далее мы контролируем, все то же самое выполняем. Я вам показала, как делать накид. На левой варежке мы делали накид обратный. Здесь мы делаем после 4 петель прямой накид. До 20 ряда эту сторону вяжем самостоятельно, а там, где у нас узор, я к вам подсоединюсь в 7 ряду. В 7 ряду мы будем делать первые жгутики. 4 ряд, и все четные до 20 ряда мы будем провязывать прибавку для пальчика. Еще раз покажу, далее самостоятельно. То есть 4 петли провязали, 1, 2, 3, 4, и накид предыдущего ряда провязываем за заднюю стенку, для того, чтобы получить прибавку с наклоном влево. Лицевую петлю с наклоном влево. Далее вы вяжете самостоятельно. В 7 ряду я к вам вернусь для того, чтобы на тыльной стороне начать вывязывать первые жгуты на тыльной стороне, на наружной стороне нашей варежки. 7 ряд. Внутреннюю часть варежки я провязала. Мы сделали здесь очередную прибавку для пальчика. Разворачиваемся и приступаем к вязанию 2 жгутов. У нас что на левой варежке, что на правой варежке в 7 ряду, то есть там, где у нас 2 жгута, они выполняются одинаково. Провязываю 2 лицевые и 2 изнаночные. И на текущем ряду на лицевую петлю за одну стеночку пока вешаю маркер. Это 7 ряд, помечаю себе. И делаем жгут.
У нас перед нами 14 петель, начинаем делать жгут. Из первых 6 у нас будет жгут 3 на 3 с наклоном влево. Первых 3 петли переснимаем на правую на вспомогательную спицу, оставляем перед работой. Провязываем 3 следующих петли. 1, 2, 3. Перемещаем со вспомогательной спицы на левую спицу 3 петли. Возвращаем их. Растягиваем спицы чуть-чуть. Делаем обратный накид и провязываем 3 петли. 1, 2, 3. Жгут при этом подтягиваем. Теперь 2 жгута разделяют 2 лицевые петли. 1, 2. И делаем встречный жгут зеркально с наклоном вправо. Также 6 петель и 6 петель, простите. Первые 3 петли отправляем за работу на вспомогательную спицу. Провязываем 3 петли. 1, 2, 3. Возвращаем со вспомогательной спицы 3 петли на левую спицу. Растягиваем вот так вот спицы. Делаем обратный накид. Провязываем еще 3 петли. И мы сделали второй жгутик. Провязали, обязательно подтяните жгут. Далее идут по узору 2 изнаночные, 2 лицевые. Итак, первый жгут сделан. С обратной стороны контролируйте. Здесь мы вяжем, делая прибавки через ряд. В четных рядах это уже пошел 8 ряд. У нас вот эта спица от начала кругового ряда. Об этом говорит хвостик. Провязала петлю с наклоном влево за заднюю стеночку. В четных рядах мы провязываем наши прибавки для пальчика. Теперь в следующем ряду, когда мы вяжем там, где у нас 22 петли, когда мы жгут провязали, в следующем ряду, это вот второй ряд относительно узора на варежке, мы должны скинуть накиды и провязать все петли по узору. То есть вяжем 2 лицевые, 2 изнаночные, далее 3 лицевые, 1, 2, 3. Накид следом идет, мы его правой спицы скидываем, и при этом 2 спицы практически ставим параллельно. То есть, чтобы у нас этот накид поделился на левую и правую петлю. То есть, чтобы жгут не был затянутым. И далее вяжем 3 петли. 1, 2, 3. Вот мы провязали жгут. Между жгутом 2 лицевые. 1, 2. Следующий жгут 3 петли провязываю. 1, 2, 3. Накид скидываю правой спицей, при этом растягиваю вязание свое. И провязываю 3 петли. 1, 2, 3. Подтягиваем жгут. И по узору 2 изнаночные, 2 лицевые. Далее мы вяжем, переворачиваемся. Здесь у нас уже 9 ряд, если мы считаем от маркера. Делаем прибавку для пальчика, продолжаем. В 10-м провязываем этот накид. С тыльной стороны, там где у нас узор, мы провязываем далее по узору до 13 ряда. Вяжу следующий ряд после того, когда мы выполняли жгут по центру. Провязала 2 лицевые, 2 изнаночные, и теперь 14 по центру лицевых. 4 лицевые вяжем. 1, 2, 3, 4. Дальше у нас идет жгут. Провязываем 3 лицевые. 1, 2, 3. И у нас накид. Мы не забываем его скидывать. Скидываем. Спицы ставим параллельно. То есть подтягиваем все. Еще 3 петли провязываем. 1, 2, 3. И у нас осталось 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. 2 изнаночные. 1, 2. И 2 лицевые. Так же, как и на левой варежке, между маркерами должно быть 5 круговых рядов. Либо считаем, это у нас, допустим, 7 ряд, следующий
8, 9, 10, 11, 12 и 13, допустим. Мне удобнее считать 5 рядов между маркерами. Ну, как удобно, так и считайте. У меня провязано 20 рядов, и прибавок получилось 10 для пальчика. Я их переснимать сейчас буду. Для этого 4 петли провязываю. 1, 2, 3, 4 и 10, которые прибавили, переснимаю на маркеры. Вы можете снимать так, как хотите, на дополнительную нить с помощью трикотажной иглы, как угодно. 10 петель пересняла и теперь соединяю потуже. 4 петли и остаток провязываю. 5 потуже. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 петель, как и было. И пальчик отсоединен. И давайте примерим на себя. И вот так это выглядит. Далее продолжаем вывязывать на тыльной стороне узор, а здесь по прямой просто лицевые петли. От начала кругового ряда, то есть с внутренней стороны, от пальчика провязала 26 рядов. Вот хвостик, который говорит о том, что вот эта спица — это начало кругового ряда. И начав 27 ряд, провязала внутреннюю сторону, в 27 ряду сделала убавки на тыльной стороне справа и слева, и также 28 ряд. Сейчас у меня высота после того, как пальчик отсоединили, 28 рядов, и количество петель получается одинаковое. Ну, точно так же, как мы делали на левой варежке. И теперь я начинаю делать убавки уже и по внутренней стороне. Одна петля, одну петлю провязываю, 2 вместе с наклоном вправо, петли провязываю, в конце 2 вместе с наклоном влево, одну петлю провязываю. С другой стороны аналогично. И так продолжаем до 12 петель, потом 12 петель собираем. Все точно так же, как и на левой варежке.